Всем привет! Сегодня на видео специфическая камера с AliExpress, магазин J. Craftsman. Вот упаковка такая, их фирменный скотч зеленый с маркировкой и фирменная упаковка также. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Чем специфическая эта камера? Тем, что она имеет широкоугольный объектив 1,7 мм. Это первый плюс камеры. Но использовать будут ее не все и не везде, потому что определенное, так сказать, поле деятельности есть для этой камеры. Но без таких камер и не обходится система видеонаблюдения домашняя. Ну и не только домашняя. И какой огромный плюс еще этой камеры, что на ее борту имеется Sony матрица. Можете вы заказать, перейдя по ссылке в описании к видео, сразу ознакомиться с ценой на сегодняшний день и заказать с Sony матрицей 5-мегапиксельной IMX 335 или же 8-мегапиксельный вариант, как в моем случае, Sony матрица IMX 415. Выбора объектива нету, объектив в данной камере идет 1,7 мм. Где будет применяться данный вариант камеры? Там, где вам нужно с небольшой высоты или на небольшое расстояние видеонаблюдения получить широкий угол. За небольшой площадью, за небольшим помещением, но чтобы следила одна камера. Вот именно тот вариант камеры, которая вам будет нужна. Угол обзора 150 градусов. Широченный угол обзора. Еще какой плюс? Камера полностью металлический корпус имеет. Кронштейн, все это холодное, металлическое. Две накладки идут пластиковые, которые можно открутить по вашему желанию. Можно их использовать. Камера POE вариант. Модель прописана ее. Также возможно подключение и 12-вольтового блока питания. Или же по одному кабелю по POE 48 вольт. Что еще заметил? Инструкция идет на понятном языке. Дублируется английский и русский язык. Очень полезная инструкция. С инструкциями я в основном не ознакомливаюсь. Как все инструкции читаешь, когда уже какие-то вопросы возникают. Эту инструкцию я при получении камеры сел и перечитал. И реально полезная идет информация по камере. Начиная от подключения на компьютере, какой софт поставить, как камеру найти в домашней сети. Все здесь прописано. Для удаленного отслеживания на компьютере какой софт, LMS. Также подключение к видеорегистратору. Все моменты. Как зайти на веб-интерфейс камеры. Все прописано. Пароли по умолчанию и все характеристики по камере. За инструкцию огромный лайк. Приложение Donale. Приложение Donale чисто вот оно для отслеживания, для получения информации о какой-то сработке на камере, что вы там поставили. Камера, кстати, с определением силуэта человека. Donale вам будет присылать это уведомление. Приложение бедное. Но как зайти посмотреть на камеру, просто что-то переключить, включить-выключить тревогу, вполне возможно. Наверное, многие уже поняли, эта камера не одиночный тип. Она может сама работать. Это IP-камера. Вы можете ее подключить ее к роутеру. Будет она присылать вам уведомления на смартфон, как я говорил. Будете вы, заходя удаленно со смартфона, ее отслеживать из любой точки мира через интернет. Но идеальная ее работа и заточена она под работу с видеорегистраторами. Имеет она OnVIF протокол, хиковский протокол она имеет. Свободно будет работать и в полной мере с видеорегистраторами Hikvision, с видеорегистраторами Dahua, с видеорегистраторами XMI, что я вам покажу на этом видео. И по OnVIF протоколу с видеорегистраторами, которые также поддерживают OnVIF протокол совместимости оборудования разных производителей. То есть камера идеальна для большой какой-то системы видеонаблюдения, состоящей из большого количества камер и видеорегистратора. Но также, как я вам говорю, если вам нужна широкоугольная камера и вас устроит использование со смартфона, зайти посмотреть, присылать уведомления по тревоге по приходу человека, например, будет она вам, то можете вы ее также приобретать. В комплекте по стандарту
Муфта на RJ45, черный вариант идет. Герметизируем. И крепежный элемент, и шестигранник для регулировки кронштейна. И это тот качественный вариант камеры. Кому нужен вариант 8 мегапикселей, 4К разрешение с 20 кадрами в секунду, это ваш вариант. 5-мегапиксельный вариант имеет возможность установки 30 кадров в секунду. Также этот вариант камеры имеет возможность смены разрешения, переключения разрешения. Начиная от, кажется, там 1 мегапиксель, да, 720p, до 4К. Ступенчато менять разрешение. То есть, если ваш видеорегистратор, например, на данный момент устарел и поддерживает по максимуму 2 мегапикселя, вы можете подключить эту камеру также, предварительно переключив ее разрешение, ну, с ее веб-интерфейса, например, на компьютере. Если задумали вы купить, обновить видеорегистратор на будущее, купить с поддержкой 4К, 8 мегапикселей, в общем-то, сейчас все современные так и идут, поддерживают. Также с заделом наперед можете эту камеру приобретать. Просто потом переключите в максималку разрешения, и камера будет работать. Ночные режимы также имеются. Посмотрим ночью, как все это будет работать. Современные на борту ИК светодиоды имеются. Ну и огромный плюс, что установлены Sony матрицы. Все-таки ночью они справляются получше. Почему нет в комплекте блока питания к камере? Потому что у вас есть выбор подключить или же POE блоком питания, или же 12-вольтовым обычным блоком питания. Многие покупают эти камеры и подключают их или к POE коммутаторам, или к POE видеорегистраторам напрямую, одним кабелем, по POE 48 вольт. Поэтому, ну, в общем-то, камера не нуждается в блоке питания, ну, в каких-то исключительных случаях. Сейчас я вам просто покажу ее подключение, буду подключать POE блоком питания вот такого типа. Есть по разному типу POE блоки питания, просто со включением в розетку. У меня вот такой вот вариант с отводом, с кабелем. По POE делал я вам видео, обычными словами рассказал, почему POE подключение лучше. Есть у меня видео на канале, ссылку дам. Кому вдруг ссылки не нашли, вы ссылки, пишите в комментариях, обязательно подбираю, читаю все комментарии и отвечаю. POE блок питания. Подключаем кабель от роутера, вашего домашнего роутера. Один конец RJ45 в POE блок питания, другой в роутер, в свободный канал. LAN, соответственно. И кабель уже, который пойдет на камеру. В моем случае коротыш для подключения на столе. А у вас может быть кабель до 100 метров. По POE до 100 метров можно подключать POE. И пошел один кабель, пошел. Камера уже у вас установлена на улице, например. Этот разъем не задействуем, 12 вольт, поэтому предусмотрена пробка герметичная. Здесь монтируем из комплекта муфту и все это подключаем. Здесь у нас герметично, здесь тоже герметично, по идее. Можно дополнительную сделать какую-то герметизацию. Камера установлена на расстоянии 100 метров. Блок питания стоит у нас дома, в гараже, в коробке в какой-нибудь, потому что он не герметичный. И подключаем это все в розетку 220 вольт. Пошел в работу, камера загружается обычной загрузкой. Щелкает ИК-фильтр, и уже включена функция DHCP, автоматическое присвоение камере свободного внутреннего IP-адреса роутером. То есть вам не нужно никаких маневров делать. Камера автоматически подключится в вашу домашнюю сеть. И теперь через несколько секунд камеру можно искать в домашнем поиске, или же с помощью видеорегистратора, он ее найдет 100%, или же в софте на компьютере. XMI-евский видеорегистратор находит камеру под названием Hikvision, внутренний IP-адрес порт 80, он VIF. Добавляем камеру на свободный канал, будет запрашивать пароль. Пароль по умолчанию 1, 2, 3, 4, 5, 6. Админ логин. Картинка супер. Картинка просто класс. Нету вот этого рыбьего глаза, нету эффекта дверного глазка, как на прошлых камерах, которые я вам обозревал, показывал. Кстати, у меня такая стоит, 2 штуки. Одна 2-мегапиксельный вариант, там вообще глазок такой, округленная картинка. Здесь, смотрите, широкоугольный объектив, угол обзора огромный, захват просто огромный.
С небольшого расстояния камера захватывает очень много. Но нету никакого эффекта. Немного эффект рыбьего глаза по краям. Но это 1,7 мм. Это 150 градусов угол. Просто класс. Посмотрите, какая насыщенность. Цвета на высшем уровне. То есть камера заслуживает похвал. И смотрите, видеорегистратор XMI. Камера работает сейчас по OnVIF протоколу. Отслеживание силуэта человека. Выделение идет. Это можно выключить, включить. Выделение объекта. И работает запись по силуэту человека. Ну и также вам будет приходить уведомление на смартфоне, если поставите. Камера на 19 канале, и с видеорегистратора можно посмотреть ее характеристики. Формат сжатия. Двуформатная камера, старый формат сжатия 264 и новый 265. Разрешение 8 мегапикселей, и вот список разрешений, на которые можно переключать камеру. 720p, 1 мегапиксель, 2, 3, 5, 4 мегапикселя и 8 мегапикселей. То, что я вам и говорил. Число кадров в зависимости от выставленного разрешения. По максималке 8 мегапикселей 20 поддерживает. 5 мегапиксельный вариант можете 30 кадров в секунду ставить. Ну и 2 мегапиксельный также 30. Какой минус? Звука нету. Ну, нет устроенного микрофона в этой камере. Это, конечно, на сегодняшний день это, ну, можно сказать, минус большой. При установке долго камеру не пришлось настраивать. Угол просто широченный. Я такого угла еще раньше не видел. Широкий угол захватывает все. Установил на глаз. Прихожу, смотрю. Вообще отлично. Все. Лучше не нужно. Картинка с камеры суперская. Видно даже невооруженным взглядом, что картинка очень классная. Учтите, что это 1,7 мм объектив. Предметы, которые далеко, вы их не различите. Даже вот таким цифровым зумированием, приближением. Это широкий угол и за небольшой территорией. Соответственно, людей она определять, силуэт человека будет, там далеко уже не будет. Для нее это далеко. Вот тут рядом и широко будет. Основные настройки с программы LMS на компьютере веб-клиент или веб-интерфейс. LMS это удаленно, вы можете из любой точки мира установили на компьютер, повезли компьютер, ноутбук с собой, или же установили на другом компьютере, ввели данные с камеры и заходите из любой точки мира. Можно ввести просмотр. Ну и зайдя в меню на камеру, здесь англоязычная программа, но все привыкнуть можно. Конфигурация, и заходим и получаем всю информацию. Любые настройки вы можете делать. Камера очень многофункциональная, камера по типу Hikvision, скорее всего, по типу Dahua, все те же самые функции. Глубокие настройки картинки. Глубокие настройки по областям, по тревоге, по таймерам, по присыланиям уведомлений. Ну, куча настроек, все разбираться нужно, многим они просто и не нужны будут. Камера можно назвать профессиональный вариант. Human Detection Setting. И выставляйте область, линию пересечения, когда срабатывать, чтобы куда человек пошел. Камера вам присылала уведомление, туда пошел, не присылает, туда пошел, присылает. То есть вариантов очень много. Один раз настроили с веб-интерфейса камеру, и она работает по этим настройкам с видеорегистратором, или же просто присылает вам уведомление на смартфон, и заходите, смотрите ее со смартфона. По умолчанию P2P в этой камере выключено. Вообще в доналовских камерах по умолчанию на заводских настройках P2P выключено, имеется в виду удаленный доступ к камере. То есть через облако, через интернет вы на камеру зайти не сможете, если не будет включен доступ. Раздел P2P Setting, и здесь ставим Enable. И сохраняем. И тогда появляется у нас возможность увидеть в разделе Network Status, увидеть QR-код с ID камеры, и с приложения Donale, нажав плюс в списке устройств, переносит нас в режим подключения камеры, и внизу QR-код. Забираем QR-код из настроек, и камера у вас подтягивается автоматически в приложение без проблем.
Ночная картинка с камеры имеет некоторые дефекты, можно сказать, но не критичные. Вообще вот такие данные камеры, такой конфигурации, с рыбьим глазом, вот с широкоугольными объективами, выдвинутыми вперед, вот так вот, имеют проблемы с ночной картинкой. Небольшие, но имеют. Засветы прорываются, ИК светодиоды получаются сзади, объектив у нас получается впереди. И вот из-под стекла прорывается луч ИК светодиодов и обратно немного в объектив засвечивает. Вот эти вот полосы, кружки небольшие, это все дефекты именно камеры. Но не критично, картинка вполне отличная. Никаких здесь режимов нету, цветных, там различных. Но светочувствительная матрица, можно ее при дополнительном, например, уличном освещении, если будет у вас фонарь или прожектор у вас на территории светить, можно ее переключать в цвет. Опять же, это нужно будет делать с веб-интерфейса с компьютера, зайти. Днем камера отработала отлично, регулировал я чувствительность определения силуэта человека, по максимуму выставил, и на вот таком вот расстоянии, дорога вот на большом расстоянии, учитывая вот этот широкоугольный объектив, камера определяла силуэты людей, давала команду видеорегистратору, и он писал чисто по силуэту человека. Можно ставить по любому движению, настроек много в этой камере. И вот радует, что совместимость есть с видеорегистратором по OnVIF, что может видеорегистратор писать тревожные ролики с камеры, а не только постоянную запись. Со своими обязанностями камера справляется, угол широченный, просто незаменимый. Кому нужен, можно смело камеру брать, очень классный вариант. На сегодня все. Подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайк, помогайте развиваться каналу. Подписывайтесь на телеграм-канал, также делюсь с вами там новинками. В чат в телеграме также подпишитесь. Адрес электронной почты пишите мне лично, подберу вам на Алиэкспресс оборудование по видеонаблюдению, дам ссылки, вам останется только заказать. На сегодня все, всем удачи и до следующих видео.